Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу показать вам свою косметичку на ближайшее время. До этого я не выпускала косметичку на ближайшее время, потому что я больше делала акцент на косметичку из Project Pen. Но в этот раз я решила уже дополнить что-то новенькое из декоративной косметики и решила сделать новую косметичку, потому что одним и тем же пользоваться как-то надоедает. Поэтому я буду делать косметичку, то есть складывать свою декоративную косметику на ближайшее время вот в эту свою новую косметичку, которую я купила на Shein. В общем, поехали, покажу вам, что я выбрала на ближайшее время, чем я буду пользоваться. Из тональных кремов я выбрала вот этот тональный крем. Это даже не тональный крем, это вот такой вот BB крем от Astra Makeup. Очень хороший крем. Такой вот легкий, натуральный, вправду, как он и пишется. У меня во втором оттенке, мне этот оттенок очень даже подошел. Но единственное, что он остается подвижным. И он не подойдет, конечно же, на жирную кожу. У меня кожа комбинированная. В Т-зоне она жирная, а так она у меня нормальная. И, конечно же, летом я не смогу пользоваться этим тональным кремом, потому что, как я сказала, он достаточно жирненький, но очень красиво смотрится на лице. Как говорится, как будто бы ваша кожа, но лучше. Вот такой вот у него цвет. И он достаточно жирный, как я сказала. Поэтому я хочу им сейчас пользоваться усердно, чтобы к лету его закончить. Так как летом я не смогу им пользоваться, потому что летом у меня очень жирная кожа. Вот он таким и остается. С таким вот сиянием. Но я, конечно же, его немного припудриваю, этот BB-крем. В общем, мне понравился, но только на холодное время года. У него, кстати, достаточно есть яркая отдушка, но мне нравится, потом она выветривается. В общем, вот такой у меня будет BB-крем. У меня тональные кремы достаточно быстро улетают. У меня уже закончился тональный крем, который я покупала от Catrice, этот знаменитый HD с пипеткой, он у меня закончился, поэтому я делаю акцент сейчас вот на этот BB-крем. Из консилеров у меня будет вот этот консилер от бренда ELF. Хороший консилер, я взяла в увлажняющей форме. Есть же также с черной крышкой, он более такой матовый эффект делает. Ну, наверное, может тоже попробовать тоже его купить. Кому-то подходит этот консилер, кому-то матовый. У меня в оттенке Medium Neutral. Хороший тоже консилер, очень пигментированный. Его надо достаточно маленькое количество наносить. И он хорошо маскирует ваши недостатки, темные круги. В общем, мне понравился этот консилер. Не знаю, повторять буду и нет, но тут и так очень много. Он не скоро закончится. Здесь сколько миллиграмм-то? 6 миллиграмм. Ну, потому что его надо использовать очень мало. Поэтому надолго и хватает. Хороший консилер. Мне очень понравился. Может быть, попробую и приобрести с черной крышечкой. В общем, я всегда беру, кстати, темные цвета, потому что у меня достаточно выраженные круги под глазами. Его я взяла. Также я взяла в косметичку вот этот консилер от Wet n Wild. У меня в оттенке Medium Peach. Он у меня закончился, но я вспомнила, что нужно убрать ограничитель, и я убрала. И смотрите, сколько здесь консилера. Еще хватит на несколько месяцев. В общем, убрала я ограничитель. Так. И теперь у меня его очень даже много. Но единственное, смотрите, это все пачкается. Хороший консилер, мне понравился. Может быть, даже и повторила его. У него эффект пудровый.
не забивается ни в какие морщинки. В общем, мне он очень-очень подошел. У него такой вот эффект матовый. Хороший консилер, мне он очень нравится. Также из туши я взяла себе коричневую тушь. Почему-то в последнее время я ей редко пользуюсь и решила взять эту тушь от Essence. Мне она не очень понравилась, она не дает объем, она единственное, что делает, да, удлиняет и разделяет реснички. Здесь вот такая вот кисть, щеточка, то есть, ну, я ее буду использовать, наверное, с праймером. Но праймер-то я забыла в Нидерландах на другой квартире, а сейчас я нахожусь в Греции. В общем, ну, буду пользоваться без праймера. В общем, такую тушь я взяла. Также я хочу взять тушь от Golden Rose. Хорошая тушь, но проблема в ней то, что она осыпается. Особенно, когда вы наносите на нижние ресницы. Объем, конечно, делает шикарный. Это водостойкая тушь, но единственное, да, как я вам сказала, она осыпается. Объем делает шикарный. Вот, повторять, конечно же, не буду. Я ее тоже взяла, потому что очень хвалят туши от Golden Rose и решила попробовать. Может быть, другая ихняя серия лучше, но не знаю. Пока что не буду я покупать туши от Golden Rose. Надо закончить ее. Также я взяла подводку от Essence. Тоже ее надо уже закончить. Она у меня в оттенке браун, коричневая, хорошая. Кстати, подводка. Ей уже года 2, она до сих пор у меня не высохла. Здесь фетровый наконечник. В общем, хорошая подводка. Мне нравится. Она не водостойкая, но стойкая. Вот такой вот айлайнер от Essence. Давайте я перейду к бровям. Сейчас я на постоянной основе пользуюсь вот этим гелем от Top Face. Он мне очень понравился. Шикарный, просто к моим бровям подходит. Он прям приклеивает брови. Единственное, его надо наносить перед макияжем, потому что если тональный крем попадет, он будет скатываться. И такие на волосах будут у вас как бы пылинки. Поэтому его надо наносить перед макияжем. И потом уже красить брови, когда гель высохнет. В общем, хороший гель, мне очень даже понравился. Помадка для бровей у меня будет от Catrice 3D Brown 3D Brow Waterproof. И вправду это Waterproof, она очень стойкая, держится весь день. У меня в оттенке 0,20. Medium Dark, есть еще светлее, но мне подходит вот этот. Я пользуюсь и темным, и светлым, то есть и темной, и светлой стороной. Мне подходит, да, и два цвета сразу. В общем, такая у меня будет помадка. Также, ой, я вам забыла показать свой консилер. То, что у меня постоянно она будет в косметичке. Это такой корректор для прыщиков и всего такого. У меня в оттенке 0,15. Хороший корректор. Иногда тоже использую в виде консилера. Но близко, конечно, к глазу я не наношу, потому что может забиться в морщинки. А так он очень даже хороший. Маскирует хорошо прыщики, пятнышки. Вот. Хороший тоже корректор-консилер. Также из своих новинок я взяла вот этот корректор. Хотя написано, что это блаш, но многие используют его как контуринг. Почему я назвала корректор? Это контуринг от Ламель, знаменитый в оттенке 404. Тоже взяла его по отзывам. Девочки так все хвалят его. Один раз его использовала, вроде нормально. Ну, с одного раза не поймете. Вот такой вот холодный цвет с серинкой, как раз для контуринга.
Из бронзеров я взяла от Эвелин. Тоже хороший бронзер. Мне очень он понравился. У меня в оттенке 01 Go Hawaii. Очень красивый. Я иногда даже использую его как тени на подвижное веко. Мне очень-очень нравится. Хороший. Он не глухой, матовый. В общем, бронзеры от Эвелин очень даже хорошие. Следующее, что я взяла, румяна я взяла новинку от Catrice. Последняя их новинка, которая называется Dahlia Blossom, если правильно читаю. Красивые румяна. Еще их, кстати, не пробовала на лице. Вот как раз буду пробовать такие яркие, шиммерные румяна. Вот такой вот оттенок. Красивые румяна, но, как вы видите, они пылят. А так они очень даже красивые. Следующие румяна я решила взять от Wedenwald. Blush Fort. Ну, в общем, дальше не могу прочитать, не буду коверкать. Хорошие румяна, но они очень плохо набираются. Вот видите, они уже замылились. А так очень красивый цвет. Есть вот этот шиммер. Но зато ими не напятните. Вот такой вот цвет. Красивый цвет. Мне нравится. Вот. Хорошие тоже румяна. Вот, они, конечно, не такие пигментированные, как Essence, но зато не напятните и морфушенькой, душенькой не станете. Следующее. Хайлайтеры я взяла тоже новинку. Для меня это, конечно, новинка. Это от Essence, который Stay Cool Lamam. Вот. Многие девочки его уже закончили, а я вот только его приобрела. Вот такой вот цвет. Многим девочкам он нравится. И я его тоже решила приобрести. Такой вот оттенок. Что-то не очень видно. Давайте я сюда его нанесу. Вот. Он достаточно деликатный. Ну, красивый, мне понравился, поэтому я и решила его приобрести. И еще одна моя новинка от Catrice. Как я говорю, для меня новинка, хотя он давно уже нет в продаже. Это лимитированный их хайлайтер. Даже написано здесь Limited Edition Glow in Bloom. Хайлайтер C04 Sunflower Blossom. Чем он отличается от другого своего братика или сестренки, как это назвать, который сейчас есть у них в постоянной линейке, то, что он не такой яркий, здесь нет блесток, а в другом есть достаточно заметные блестки, и он очень яркий, а это очень даже деликатный хайлайтер. Смотрите, он деликатный по сравнению с его другим хайлайтером. Вот, как вы видите, здесь нет заметных вот этих блесток. В общем, такой хайлайтер я себе взяла. Из пудр я взяла только одну пудру, потому что я использую также пудру в Project Penny, которая есть у меня от Catrice, томатовая. А вот эту я взяла более такую подсвечивающую. Хотя здесь написано мат, но она далеко не мат. Она называется Formentera. Ну, вот это смотрю, она чуть-чуть светловата для меня. Но, знаете, она оттенок не дает. Она больше такой подсвечивающий эффект делает. Вот. Мне понравилось, но под глазки я ее не наношу. Я наношу ту свою пудру из Project Pen. Вот такая она пудра. Как вы видите, есть вот это вот подсвечивание. Хорошая пудра, но матирования от нее не ждите.
Следующее, что я взяла, давайте перейдем к губам. К губам я тоже много что не брала, потому что у меня есть две помады в Project Pen, поэтому я для косметички на ближайшее время всего взяла два блеска. Это блеск от L'Oreal у меня в оттенке 305. Хороший тоже блеск, он достаточно блестящий, он на водной основе, держится хорошо, пока вы не поедите. Такой вот, это, как говорят, тинт. Вот. Но не такой тинт, который въедается в губы. Вот. Хороший блеск, мне очень понравился. В общем, его я взяла. И взяла свой новый лип-глосс от Essence. У меня в оттенке 07. Шикарный просто блеск. Но, к сожалению, они вывели это из постоянной своей линейки. Я его повторила, потому что у меня до этого уже был этот блеск. Поэтому я решила его заново купить, когда увидела на сайте. Очень приятный. Губы не жжет. Не склеивает. В общем, хороший блеск. Поэтому я его и повторила. Давайте перейдем к самому интересному. Это, конечно же, к теням. Из палеток я взяла вот такую маленькую палетку Эльф. Называется она Rose Water. Красивая такая нежная палетка. Есть чем затемнить. Ну и две блестяшки и растушевать. Так, давайте покажу вам. Красивая палетка, нежная такая вот. Вот такие вот цвета в ней. Ну вот этот не виден, растушевочный. Красивая палетка, в общем, взяла ее. Взяла также вот эту маленькую свою палетку, любимый, можно сказать, тоже от Catrice. У меня в оттенке под номером 050. Их, кстати, до сих пор можно найти. По-моему, я видела на Натино. Красивая палетка. Как вы видите, у меня здесь появилась донышко. Скоро и здесь появится. Два моих любимых цвета. Красивая палетка, классика на каждый день. Такие вот цвета. Ну, не видно так уж здесь. Вот. Вот второй цвет, он немного дуохромит. Красивая нежная палетка. Мне нравится. Так, следующие цвета. Ну, как вы видите, она замыливается. Вот это более как сатиновый цвет. Вот так выглядит эта палетка. Хорошая палетка, качественная, на мой взгляд. У многих тоже ее видела, многие ее приобрели. Также я взяла новую свою палетку от Seventeen. У меня она называется Stargazer Girl. Тоже очень красивая палетка. Это наш греческий бренд, но он достаточно дорогой. Его не отнесешь к бюджетной косметике, хотя он у нас находится на этаже, где продают Catrice, Essence, Rimmel. Вот, это далеко не бюджет. Такие палетки стоят 20 евро. Но я ее взяла со скидкой. Посмотрите, какие здесь красивые блестящие тени. Здесь также есть румяна и бронзер. Я очень полюбила вот эти блестяшки. Я уже делала ими макияж. Посмотрите, ну вот этот вот хлопушками набирается, но качество, конечно, шикарное просто. Смотрите, какой перелив. Он дуохромит. Смотрите, красота просто. Так, следующий ряд.
Очень яркий вот этот вот цвет фуксия. Смотрите. Просто шикарная палетка. Но больше всего мне, конечно, нравятся вот эти вот блестящие цвета. Как бы спарклы, не знаю, шиммеры. В общем, красивые цвета. И давайте покажу вам румяна и бронзер. Румяна, бронзер. Неудобно как-то я набрала. Так, здесь я испачкалась. Вот такие вот румяна нежные и бронзер достаточно светленький. Ну, конечно, блестяшки здесь шикарные просто. Ну, конечно, она сыпучая эта палетка, но очень красивая. Вот так вот будет выглядеть моя косметичка на ближайшее время. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока.